Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья. Как всегда, воскресенье, комьюнити Форекс Таймс, Дэн Стрелков. И сегодня рассмотрим, как всегда, вероятное движение торговых инструментов, трех торговых инструментов на предстоящую торговую неделю. Это будет евро, золото и сегодня фунт в качестве бонуса. И уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times, где вы найдете торговые сигналы, торговые идеи по волновой теории Ральфа Эллиотта, ежедневные прогнозы, основанные на данных Чикагской товарной биржи, а также чат, обучение, консультацию. В общем, приходите, вы никогда не пожалеете о том, что присоединились к комьюнити Forex Times. И сегодня маленький нюанс будет – у меня сегодня сервер тормозит, поэтому, возможно, терминал будет переключаться очень медленно. Ну, надеюсь, этого не будет. Но на большой лекции, которую я только что прочитал для закрытого комьюнити, там такое происходило. Ну что ж, поехали, друзья, по евро. По евро особо ничего в данный момент не изменилось, как было три варианта. Так, три варианта и остается. Единственное, что очень позитивный момент, это профессионалы из Чикаго ткнули нас носом в уровни, на которых образовалось скопление опционных контрактов на 1,5 миллиарда долларов и на миллиард. 231 миллионов долларов опционных контрактов Call. Это, друзья, уровни 1.1740 и 1.1790. Данные уровни с огромной вероятностью в ближайшие недели будут ценою протестированы. Но самое главное, как? Как нам к этим уровням прийти? И вот здесь у нас три варианта. Тот вариант, который наиболее мне симпатичен, это начальный диагональный треугольник в виде, разумеется, импульса и далее коррекционное снижение, но таким образом в виде зигзага волны W, потом треугольник, как последняя волна в волне X, и не хватает еще одного прошу прощения, зигзага Y, после чего мы увидим рост. Мало того, что рост к уровням, про которые я сегодня говорил, где из Чикаго ребята нам помогли, скажем так, плюс, конечно, к уровню 1.2020. Почему, друзья, мне этот симпатичен сценарий? По той простой причине, что у нас есть внизу два интересных уровня, на котором располагается 705 миллионов долларов опционных контрактов в пут и 652 миллиона долларов. А вы знаете, что опционными контрактами пут профессионалы на Чикаго зачастую хеджируют свои фьючерсные сделки на покупку, а это значит, они ожидают, что цена сюда может прийти. Они выставляют здесь очень крупные заявки опционные, ну и, разумеется, опционные контракты call на 1,5 миллиарда по евро. Это очень-очень красиво. Поэтому мне нравится такой вариант развития событий. Более того, если мы посмотрим сейчас с вами недельные опционные контракты, то мы там увидим внизу очень крупные скопления: 330 миллионов, 287, 172 опционных контрактов put. Я не посмотрел, экспирация по ним прошла или это все-таки экспирация уже декабрьская. Вот, обязательно посмотрю. Вы можете в личку мне написать с этим вопросом или написать в YouTube, собственно, или ВКонтакте комментарий, я вам отвечу. Вот, я что-то перед лекцией забыл посмотреть. Но в любом случае, друзья, я вам так скажу, что за последние 4 года, что я непосредственно занимаюсь данными Чикаго, крупные, очень крупные скопления опционных контрактов, даже если по ним экспирация проходила, цена про данные уровни не забывала. Цена приходила и их тестировала. И вы знаете, я люблю очень это выражение «Север помнит» из одного хорошего сериала. И вот я все время говорю, что цена помнит эти уровни. Так вот, это один из вариантов, который мне нравится, наиболее симпатичен. Остальные два варианта не менее симпатичны и смотрят вверх. Один из них также начинается с начального диагонального треугольника, но подразумевает то, что
коррекция уже прошла, а именно зигзаг в волне W, X заканчивается зигзагом Y, и у нас начинается рост. Уже в бычьем направлении, разумеется, а в каком же еще, и что самое интересное, рост начинается с зигзага по той простой причине, что очень просто угадывается треугольник. А что у нас начинается с зигзага, так это начальные диагональные треугольники, либо классические, либо расширенные. Раз, два, три, четыре, пять. Пока будем думать, что у нас обычный диагональный треугольник развивается. Если таковая фигура разовьется, то после коррекции можно будет рассматривать покупки. Это вариант второй. И вариант третий, я думаю, что вы его прекрасно помните, это у нас треугольник. А с треугольником здесь еще не хватает, по идее, пару волн. А, Б, С, волна Д, потом волна Е. И будем уже рассматривать покупки. Если мы подведем итог по евро, то вы увидите, что во всех трех вариантах цена смотрит вверх. Только в моем варианте, который мне очень нравится, еще не хватает зигзага, а потом роста. Поэтому, друзья, в принципе, если у вас очень чешутся ручки, если вы хотите себя обезопасить от того, что цена действительно может выстрелить в любой момент, подключайте математику управления капиталом, входите в рынок на открытии сегодняшнего рынка, стоп-лосс 100 пунктов и еще один отложенный ордер. 100 пунктов, еще один отложенный ордер, 100 пунктов, отложенный ордер, 100 пунктов, отложенный ордер, 100 пунктов, отложенный ордер. Но везде, друзья, проставлять надо стоп-лоссы и грамотно рассчитайте все позиции. Можете создать такую лесенку с совокупным риском под 10% от баланса торгового счета. Например, первые 4 позиции по 1% и вторые 2 по 2. Это, ну, получится даже не 7%, ой, не 10%, а 7% совокупный риск, но в любом случае, где бы вы здесь не поймали, если цена полетит вниз, где бы вы здесь не поймали рост, то после импульса и коррекции нужно будет перезаходить еще раз, чтобы если вы потеряли 3 или 5%, на выходе у вас получилось процентов 12-15 прибыли минимум. А вот таким образом можно, в принципе, расторговать евро. Золото. Для тех, кто покупает, и для тех, кто продает, не поверите, одинаково плохие варианты. По той простой причине, что для тех, кто покупает, по-прежнему имеет место вариант на продолжение коррекции. Здесь у нас W, X, и после импульса волны А коррекция в волне B, и летим дальше на волну С, волны Y. И такая идея имеет место быть, пока максимум потенциальной волны X не обновлен. Вот, так вот, как только максимум обновится, то у нас появятся совершенно другие идеи. Хотя, друзья, на самом деле здесь может дойти до смешного. У нас же есть прошу прощения, не импульс, коррекция в виде W, и у нас может здесь быть классическая коррекция в канале, после чего мы все равно можем улететь вниз. То есть вот для тех, кто покупает, это просто какая-то катастрофа. Но вы не поверите, для тех, кто продает, также есть катастрофа. По той простой причине, что на самом деле этот зигзаг, это может быть классика АБЦ. Законченное снижение, после чего у нас уже развивается рост. Например, каким образом? Ну, рост может развиваться в начальном диагональном треугольнике. Следовательно, раз, два, три, четыре, пять, коррекция, дальше рост. Если вы продаете, выскочить, ну, вам захочется еще потерпеть. Но если после начального диагонального треугольника начнется коррекция, они бывают очень-очень маленькие, небольшие, прям такие на 50%, на 61,8% по сетке Фибоначчи, совсем там маленькая, процента 23,8%, и потом
резкий выстрел из пушки, просто выскочить не успеете, особенно как я знаю, что процентов 97 трейдеров по золоту не хотят выставлять стоп-лосс чуть ли не принципиально, то это сразу смертельно. А также есть еще варианты, друзья, с треугольниками, либо треугольник еще не образовался. Это у нас волна А, Б, С, Д, Е. И после этого мы улетаем вверх, либо треугольник уже образовался вот таким вот образом, и цена уже полетела вот из этой точки. Раз, два, три, четыре, пять. Это уже импульс волны 1. Два и летим вверх. И вот сейчас вы задаетесь вопросом: толстый, хватит гнать какую-то чушь. Скажи, что делать. Друзья, курите бамбук. Ежу понятно, что золото надо будет покупать. По той простой причине, что чтобы золото ушло на очень большую и глубокую коррекцию, это нужно, чтобы Украина с Россией помирились, чтобы Дональд Трамп отказался от нападения на Венесуэлу, на Колумбию, и что-то он там на Мексику уже смотрит, я читал. Чтобы Пакистан с Афганистаном и с Индией начали обниматься и танцевать там свои танцы народные. Чтобы Иран с Израилем сказали: ладно, может быть, достаточно, будем дружить. Ну, в общем, какой вариант, чтобы эти все события случились? Да никакой абсолютно. Украина с Россией что-то мириться не хотят. Дональд Трамп хочет нефть и золото Венесуэлы. И что-то он там на Колумбию очень сильно посматривает. А Мексика нечаянно там что-то сказала, так он и на нее начал посматривать. Пакистан с Афганистаном стреляются каждую неделю, а Индия только и ждет шанса, чтобы снова ракеты запустить в Пакистан. Я не хочу ничего сказать. Ну и разумеется, Израиль, да, Газа, Израиль, Иран. Я ничего не хочу сказать плохого, но вы сами понимаете, что золото реагирует исключительно на геополитику. Поэтому, если вы попытаетесь сейчас покупать, ну да, прекрасно, если вам повезет. Я, конечно же, сидел бы на попе ровно и ждал бы либо образования треугольника, либо все-таки продолжение снижения. Прошу прощения, не таким образом, а вот таким. Да, у нас уже есть импульс. Вот, продолжение снижения по импульсу, и уже отсюда что-то искал на покупку. А вот что касается продаж, я бы, наверное, даже не рассматривал бы. Даже если я пишу продажи в прогнозах, это еще так себе. Потому что данные, прогнозы пишу я по данным Чикаго. Да, и что самое интересное, посмотрите, пожалуйста, на данные из Чикаго. Это у нас сильнейший диапазон сопротивления, это сильнейший диапазон поддержки. Я могу так сказать, что если цена рванет вверх, к данному диапазону можно присматриваться к продажам, но лучше бы она рванула вниз к данному диапазону, и можно было присматриваться к покупкам. Потому что покупки наиболее приоритетны. Сейчас я вам покажу почему. Посмотрите, сколько опционных контрактов в пут внизу. 335 миллионов, 383, 379, 300, 300, 681, минус 556. Значит, 681, до свидания. То есть, собственно, вы видите 300, 300, 300, 300. А теперь посмотрите, что у нас творится наверху. Так, ну, наверное, достаточно, да. Вот, что у нас творится наверху. Мы не будем брать вот эти скопления опционных контрактов, хотя я думаю, что экспирация по некоторым из них до сих пор не прошла. Но если мы посмотрим сюда, то я здесь запросто найду 3 миллиарда долларов, здесь миллиард найду, здесь миллиард найду. Так, 950, 417, миллиард, 462, 405, 737. Сколько? 4 миллиарда, если я не ошибаюсь, да? Миллиард, 2, 3, нет, 3. 3 миллиарда, 3 миллиарда, миллиард, миллиард. Мне кажется, наверху меда намного больше, чем внизу. Поэтому думать о том, что золото у нас пойдет в великую коррекцию в данный момент, я думаю, что это неправильно. Поэтому мы рассматриваем покупки по золоту, но какие и как, я вот только что объяснил. Никакие и никак. И у меня, кстати, терминал взял и подвис. Спасибо ему большое.
Так, ну что ж, теперь переключаемся на фунт, и здесь вариант, опять же, у нас тренд восходящий. Глобальный тренд восходящий, нужно только понять, что же нам делать. И вот что самое интересное, коллеги, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе я вижу, прошу прощения, в краткосрочной или в среднесрочной перспективах я вижу продажи. Объясню сначала краткосрочную перспективу. Предположим, что у нас коррекция уже прошла, и в принципе вы прекрасно видите нисходящий канал, и все, коррекция могла пройти уже без проблем. Тем более у нас есть зигзаг волны W, связка X и зигзаг, здесь начальный диагональный треугольник, зигзаг в волне Y. Все, и мы начинаем расти. Но как интересно мы с вами начинаем расти, а начинаем мы расти с вами с зигзага. Что у нас с вами растет с зигзага? Диагональные треугольники. Но есть проблема. Если мы хотим построить здесь классический диагональный треугольник, проблема заключается в том, что первая волна меньше, чем третья. Первая волна меньше, чем третья. А она должна быть больше, и у нас остается с вами вариант для роста только начальный расширенный диагональный треугольник, а значит волна. Сейчас я правила расскажу. Волна первая должна быть меньше третьей, третья должна быть меньше пятой, и вторая меньше четвертой, друзья. То есть, если мы с вами смотрим вверх, то нам нужно нарисовать начальный расширенный диагональный треугольник, в котором четвертая волна больше, чем вторая, а это говорит о снижении, о возможном снижении. И более того, у нас профессионалы на Чикаго переписали максимальный открытый интерес по колл-опционным контрактам, который является уровнем сопротивления. Вы видите, вот он, кстати, да, уровень сопротивления. Они переписали его вниз. То есть вопрос, они что, дурни там, что ли? Нет, скорее всего, они просто-напросто ожидают снижения торгового инструмента к данному уровню, и после чего они его резко перепишут наверх. Такое уже было не единожды. Поэтому, друзья, в краткосрочной перспективе есть очень большая вероятность снижения торгового инструмента. Кстати говоря, вы видите торговый сигнал, между прочим, да, уровень открытия и стоп-лосс. Кстати говоря, вот он выставлен. Значит, это первый момент. Это если мы думаем, что торговый инструмент будет расти. А если торговый инструмент будет падать, опять же таки, падать он будет еще дальше. И, скорее всего, минимум к уровню 1.28. Почему? По той простой причине, что как-то вот нечаянно у нас по месячным опционным контрактам появилась заявка. Вы помните, я про нее как-то говорил, хотя в открытом канале, наверное, не говорил. 578 миллионов американских долларов на уровне 1.27. И самое смешное, что по недельным опционным контрактам 222 миллиона на том же уровне появилось 4 недели назад. Экспирация по этим 222 миллионам, конечно же, прошла. Но еще раз повторюсь, весь север помнит. Более того, 222 миллиона по недельным опционным контрактам – это огромная сумма для фунта. Огромная сумма. И самое, что и смешное, и интересное, что на том же уровне по месячным опционным контрактам в данный момент абсолютно живые 578 миллионов. А следовательно, нам нужно предположить теперь, в каком варианте может все-таки пролонгироваться данная коррекция. Я думаю, в принципе, варианта здесь два есть. Я запросто могу и один, и второй изобразить, но давайте изобразим тот, который я подсмотрел у одного из наших коллег. Вот, только он не знал, как продолжить дальше. Возможно, я буду неправ с точки зрения волнового анализа. Он более профессионален, чем я, но предположим, что у нас снижение началось с начального расширенного диагонального треугольника. Импульсная волна А
Далее коррекционная волна B, и вот здесь нам нужно найти импульс. Давайте поищем без проблем. Значит, волна 1 импульса начинается с диагонального начального треугольника, волна 2, волна 3 и, как вы видите, максимум коррекции уже поглощает минимум волны 1. Что же нам делать? Ну, вы знаете, что волновая теория Ральфа Эллиотта – это натягивание совы на глобус, поэтому мы с вами давайте ее так и натянем в виде треугольника. А почему бы и нет? А, Б, С, Д, Е. И если мы так сделаем с вами, друзья, волна Е, волна четвертая, считается вот по этому максимуму, а он находится ниже волны 1. Следовательно, после этого мы и можем отписать волну 5. И у нас с вами получается волна С. Итак, импульс в волне А, коррекция в волне Б и в волне С. Раз, два, три, четыре, пять. Все соответствует правилам. Следовательно, если мы улетаем вниз, то я уже отсюда буду покупать. Но на ближайшую торговую неделю вероятность образования треугольника, мне кажется, если мы летим вниз, мне кажется, очень велика. А теперь внимание. Если мы растем, то нам нужно упасть на 150 пунктов, чтобы образовался начальный расширенный треугольник. И если мы падаем, нам также нужно упасть на 150 пунктов, чтобы у нас образовался вот этот треугольник, после которого мы летим вниз. Друзья, 150 пунктов. В принципе, а почему бы и нет? Не так уж и много, но не так уж и мало. Можно попробовать взять. Хороший, по крайней мере, шанс для того, чтобы их забрать. На самом деле вполне себе возможно. Ну что ж, друзья, спасибо большое. Надеюсь, чем-то помог. По золоту так точно ничем не помог. Просто повторил, скорее всего, все то, что вы и так знали. По евро дал все-таки один из вариантов, где есть продолжение коррекции в виде еще одного зигзага, и потом рост, плюс показал вам два очень хороших стратегических целевых уровня на 1,5 миллиарда и на 1 231 000 000, которые на данный момент вполне еще живы. Экспирация не прошла, и профессионалы заявки не снимали. Ну и по фунту мы с вами поговорили насчет того, что а почему на самом деле снижение на 150 пунктов минимум на ближайшей торговой неделе прямо очень даже возможно. Спасибо большое, друзья. В конце, как уже традиционно, приглашаю вас в комьюнити Forex Times. Приходите, у нас не 3 торговых инструмента, а примерно 12. Может быть, даже иногда один-два добавляются. К примеру, вот у нас газ, по которому очень хорошо мы определили начальный расширяющийся диагональный треугольник, потом коррекции. И сейчас большое количество у нас подписчиков сидит в покупках и по газу, как вы понимаете. Раз, два, три, возможно, здесь треугольник, либо четвертая волна уже прошла, 4, 5. И это только первая импульсная волна. После коррекции будет еще одна. Вот. И, кстати говоря, профессионалы на Чикаго указывают нам уровень, первый уровень фиксации 5.0. Спасибо им большое. Собственно, да. Вот таким вот образом мы, друзья, и занимаемся прогнозированием в комьюнити. Мы берем данные Чикагской товарной биржи, а потом на них накручиваем волны Эллиотта. Мы не просто берем сову, мы вместо глобуса используем данные Чикаго, а потом волновую разметку натягиваем на них по той простой причине, что по одному торговому инструменту в год профессионалы из Чикаго, в кавычках, скажем так, тыкают нас носом в уровни примерно 2-3 раза. Это стабильно 2-3 раза. А используем мы примерно 9-12 торговых инструментов. Вот представьте, что у вас от 18 до 36 раз в год вас профессионалы из Чикаго прям тыкают носом вот сюда торговый инструмент пойдет. Вот опять же по канадцу, почему мы продаем?
Потому что профессионалы нас месяц назад тыкнули конкретно, когда еще торговый инструмент рос. Профессионалы переписали свои ожидания вниз, и 276 миллионов, и 252 миллиона долларов, они прям вот носом вот сюда. Ну, собственно, мы сюда и идем. Единственное, как мы сюда пойдем, либо сейчас сразу полетим, либо все-таки будет западло такое, как я называю, образование треугольника с выносом стоп-лосса, но потом мы просто перезайдем еще раз и заберем свой профит. Вот, но не буду вам все секреты уже показывать по всем торговым инструментам. Приходите в Forex Times комьюнити, вы все сами увидите, тем более я всегда в чате, всегда мы сможем пообщаться все вместе, вы, я, наши коллеги из комьюнити. Каждый выскажется, мы определим торговые схемы, торговые планы, даже если кому-то нужно, поможем рассчитать ему объемы, с которыми необходимо входить в рынок при определенных размерах стоп-лосса и риска процента от баланса торгового счета, всегда поможем, никогда не оставим в одиночестве. Спасибо огромное, всем классного вечера, всем пока-пока.